Вы любите свою кошку. Вы делите с ней свой дом, свои вечера и, кажется, даже свои самые сокровенные мысли. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что на самом деле скрывается за этим спокойным, мурлыкающим существом, сидящим на вашем диване? Мы привыкли думать, что домашний уют полностью изменил их природу. Мы покупаем им красивые миски, мягкие лежанки и яркие игрушки. Но глубоко внутри, на уровне молекул и инстинктов, ваша кошка остается тем же маленьким хищником, который тысячи лет назад выживал в дикой природе. И этот хищник каждый день ведет бесшумный диалог со своей биологией. Когда мы заходим в зоомагазин, наши глаза разбегаются от обилия ярких упаковок. Красивые этикетки обещают здоровье, блестящую шерсть и долгие годы жизни. Но задумывались ли вы, почему в последнее время все больше ветеринаров и экспертов по питанию начинают говорить о возвращении к истокам, о так называемых субпродуктах-органах, которые большинство из нас привыкло обходить стороной в мясных отделах? Сегодня мы снимем завесу тайны с одной из самых спорных тем в питании домашних животных. Мы поговорим о субпродуктах, о том, почему некоторые ветеринары называют их королями нутриентов, а другие умоляют владельцев быть смертельно осторожными. Мы разберем, как обычная куриная печень может за несколько недель преобразить вашего питомца и почему та же самая печень, даваемая неправильно, способна медленно и незаметно разрушать внутренние органы вашей кошки день за днем. Это не просто инструкция по кормлению. Это погружение в скрытую химию организма вашего питомца. И то, что вы узнаете сегодня, может навсегда изменить ваше представление о том, что должно находиться в миске вашей кошки. Часть 1. Анатомия питательной бомбы. Давайте начнем с биологического факта, который часто упускают из виду. В дикой природе хищник, поймав добычу, никогда не начинает с того, что мы называем филе или чистым мясом. Первое, к чему он прикасается, это внутренние органы, субпродукты. И делает он это не из каприза, а повинуясь древнейшему инстинкту выживания. Дело в том, что обычное мышечное мясо, при всей его пользе, не способно обеспечить хищника всеми необходимыми микроэлементами. А вот внутренние органы, особенно печень, почки и сердце, представляют собой настоящую эволюционную сокровищницу, концентрат жизни. Среди всех субпродуктов печень по праву считается абсолютным королем. Это один из самых богатых питательными веществами органов на планете. Представьте себе природную мультивитаминную капсулу, созданную самой эволюцией. Печень буквально переполнена жизненно важными элементами. Во-первых, это витамины группы В, особенно B12, который вместе с железом играет критическую роль в выработке здоровых эритроцитов, красных кровяных телец. Без достаточного количества этих элементов организм животного медленно погружается в состояние анемии, теряя энергию и жизненные силы. Во-вторых, печень невероятно богата жирорастворимыми витаминами А, Е, Д и К. Каждый из них выполняет свою незаменимую работу. Витамин А напрямую поддерживает здоровье глаз и способен значительно улучшить зрение вашего питомца в темноте. Витамин Е выступает в роли мощного антиоксиданта. Он охотится за свободными радикалами, нестабильными молекулами, которые вызывают повреждение клеток и, как доказано наукой, могут приводить к развитию онкологических заболеваний. Но и это еще не все. Обратите внимание на минеральный состав. Печень богата цинком, медью и железом. Цинк, например, это тот самый секретный элемент, который делает шерсть вашего любимца мягкой, густой и блестящей, словно шелк, а также укрепляет кожный барьер, защищая его от внешних раздражителей и дерматитов. Более того, цинк является ключом к сильному, стабильному иммунному ответу, что особенно важно, если животное восстанавливается после травмы или перелома костей. Ветеринары знают, правильный уровень цинка в диете способен заметно ускорить процесс регенерации, заживления костных тканей. И, наконец, для стареющих кошек, чьи движения уже не так грациозны, как в молодости,
Печень предлагает естественную поддержку суставов. В ней содержатся глюкозамин и хондроитин, два фундаментальных строительных блока, которые помогают защитить хрящевую ткань и облегчить состояние при артрите. Казалось бы, перед нами идеальный продукт. Дешевый, доступный, невероятно полезный. Но почему тогда ветеринары по всему миру предостерегают владельцев от бесконтрольного кормления субпродуктами? Почему этот дар природы может превратиться в тихий яд? Часть 2. Теневая сторона изобилия. В ветеринарной практике существует понятие, которое должен знать каждый владелец. Лучший враг хорошего. И здесь нам нужно обратиться к реальной клинической истории, которая служит классическим предостережением для всех нас. Это история пуделя по имени Тула, пациента известного ветеринара. Тула была любимицей в семье, и ее владельцы, желая дать ей все самое лучшее и натуральное, решили побаловать ее лакомствами на основе печени. Они покупали ей эти угощения каждый день. Это продолжалось больше года. Владельцы думали, что делают благое дело, ведь печень так полезна, но они не заметили, как перешли невидимую грань. Первым тревожным звоночком стало то, что у Тулы слегка ухудшился аппетит. Она стала менее активной, вялой. Но владельцы списывали это на возраст или капризы. Истина открылась случайно, когда собаку привели в клинику на обычную чистку зубов. Перед процедурой ветеринар назначил стандартный предоперационный анализ крови. Результаты шокировали врачей. Показатели печеночных ферментов Тулы, в частности, АЛТ, были запредельно высокими. Организм животного находился в состоянии глубокой интоксикации. И причиной этого были именно те самые полезные лакомства из печени, которыми ее перекармливали изо дня в день. Этот случай наглядно доказывает: избыток печени в рационе бьет по собственной печени животного. Почему так происходит? Главная опасность кроется в явлении, которое называется токсичностью витамина А, гипервитаминоз А. Витамин А жирорастворимый. В отличие от водорастворимых витаминов, излишки которых легко выводятся из организма с мочой, витамин А накапливается в тканях, преимущественно в печени, и не может быстро покинуть тело. Когда уровень витамина А переходит критическую отметку, начинается медленное разрушение. У молодых животных это может привести к серьезным аномалиям развития костей. У взрослых питомцев появляются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, частая рвота, диарея, вялость и постоянное несварение желудка. Животное начинает испытывать скованность в теле, сильную боль при движениях, особенно в области шеи. Кошка больше не может грациозно прыгать, она становится раздражительной и прячется в темные углы, избегая прикосновений. Кроме того, печень чрезвычайно богата медью и железом. В нормальных дозах они необходимы, но их систематический избыток способен накапливаться в органах и вызывать тяжелые поражения внутренних систем. Для кошек, чьи фильтрующие органы намного меньше и нежнее, чем у крупных животных, эта нагрузка может оказаться фатальной. Но избыток витаминов – это лишь первая часть проблемы. Существует и вторая, скрытая угроза, о которой многие владельцы даже не подозревают. Часть 3. Фильтр тела и скрытые токсины. Чтобы понять, почему субпродукты требуют такой осторожности, мы должны задать себе простой вопрос. А какую функцию выполняет печень в живом организме? Печень – это не просто склад питательных веществ. Это главный детоксикационный центр, огромный биологический фильтр. Ее задача непрерывно очищать кровь, связывать и нейтрализовать все то, чему не место в организме животного. И, к сожалению, из-за этой фильтрующей функции вредные вещества имеют свойство концентрироваться именно в тканях печени. Если животное, от которого были получены субпродукты, жило в экологически неблагоприятном районе, питалось некачественным кормом или получало медицинские препараты, его печень сохранит эти следы. В ней могут накапливаться токсичные тяжелые металлы, такие как кадмий, свинец и даже мышьяк. Попадая в миску вашей кошки, эти металлы начинают свой путь накопления уже в ее организме,
медленно подтачивая здоровье почек, нервной системы и сердца. Помимо тяжелых металлов, существует огромный риск бактериального заражения. Мы никогда не можем быть на 100% уверены, в каких условиях происходил убой скота на ферме или мясокомбинате. В процессе обработки опасные патогенные бактерии, находящиеся во внешней среде или в кишечнике скота, могут легко попасть на поверхность субпродуктов. Для дикого хищника, обладающего экстремально кислой средой в желудке, это может не быть проблемой. Но наша домашняя кошка, поколениями питавшаяся стерильными промышленными кормами, имеет гораздо более нежный и уязвимый пищеварительный тракт. Простая порция сырого субпродукта сомнительного происхождения может обернуться тяжелейшим бактериальным отравлением, лечить которое придется долгими неделями с применением сильных антибиотиков. Означает ли это, что мы должны навсегда отказаться от субпродуктов и закрыть эту дверь? Вовсе нет. Ветеринарная наука не призывает к запретам. Она призывает к разуму, точности и правильной кулинарной обработке. Часть 4. Золотая формула безопасности. Как же совместить невероятную пользу субпродуктов и избежать всех описанных рисков? Как дать питомцу силу дикой природы, не навредив его нежным органам? Для этого ветеринары вывели золотое правило, основанное на многолетнем опыте и клинических исследованиях. Запомните эту цифру, не более 5%. Да, именно так. Субпродукты, в частности печень, никогда не должны составлять основу рациона вашей кошки. Они должны быть лишь драгоценной добавкой, специей, украшением здорового питания. Максимальный объем печени в рационе животного не должен превышать 5–10% от общего суточного объема пищи, но учитывая горький клинический опыт с такими пациентами, как Тула, ветеринары настоятельно рекомендуют придерживаться именно нижней границы строго – 5%. Давайте переведем это в простые и понятные цифры, которые вы сможете использовать на своей кухне. Представьте кошку среднего размера, которая съедает примерно 1 стакан корма в день. 5% от этого объема – это примерно 1 столовая ложка субпродуктов. Но, внимание, эту порцию ни в коем случае нельзя давать каждый день. Это критическая ошибка, которую совершают многие владельцы, думая, что маленькая ежедневная доза безопасна. Правильный подход – давать эту столовую ложку всего 2 раза в неделю. Такого количества более чем достаточно, чтобы насытить организм кошки всеми необходимыми витаминами группы В, цинком, железом и витамином А, но при этом полностью исключить риск накопления токсинов и развития гипервитаминоза. Но как начать, если ваша кошка никогда раньше не пробовала субпродукты? Здесь вступает в силу правило постепенного введения. Организм кошки – это консервативная система, которая не любит резких перемен. Если вы сразу положите в миску целую столовую ложку печени, велика вероятность, что вы столкнетесь с расстройством желудка, рвотой или диареей. Начните с крошечного количества. Для маленькой кошки это может быть буквально четверть или половина чайной ложки. Смешайте это микроскопическое количество с ее привычной пищей. Дайте организму адаптироваться. В течение следующих 48 часов внимательно наблюдайте за поведением питомца. Убедитесь, что нет рвоты, что стул остается оформленным, а активность животного не снизилась. Если все в порядке, вы можете постепенно, в течение нескольких недель, шаг за шагом, увеличивать порцию, пока не дойдете до той самой заветной нормы в 1 столовую ложку 2 раза в неделю. Помните, терпение в вопросах питания питомца – это залог его долголетия. Часть 5. Искусство приготовления и правильный выбор. Теперь поговорим о том, как правильно подготовить субпродукты. Сырыми или вареными. Это один из самых жарких споров среди владельцев кошек. Но у ветеринаров есть научно обоснованный ответ, который позволяет взять лучшее из обоих миров. С одной стороны, сырые субпродукты содержат максимальное количество ферментов и полезных веществ, которые разрушаются при длительной варке. С другой стороны, как мы уже знаем, сырое мясо несет в себе смертельную угрозу бактериального заражения.
Решение этой дилеммы – удивительно простой метод бережного пара – light steaming. Вам понадобится плита, небольшая кастрюля и совсем немного чистой воды. Возьмите свежую печень, положите ее в кастрюлю и закройте плотной крышкой. Позвольте ей пропариться всего около 5 минут. Что происходит в эти 5 минут? Высокая температура пара мгновенно уничтожает любые опасные бактерии, которые могли оказаться на поверхности субпродукта в процессе транспортировки убоя. Но при этом, поскольку термическое воздействие длится недолго и не проникает глубоко внутрь разрушительной силой, внутренняя часть печени сохраняет все свои ферменты, витамины и полезные свойства. Мы получаем идеальный компромисс – абсолютную бактериологическую безопасность снаружи и максимальную биологическую пользу внутри. Но не менее важен и сам выбор источника. Какую печень купить в магазине? Ветеринары настоятельно рекомендуют отказаться от субпродуктов крупных и старых, животных таких как говяжья, печень. Подумайте сами, старая корова жила много лет. В течение всех этих лет ее организм фильтровал тонны корма и воды, постепенно накапливая в печени тяжелые металлы и токсины. Гораздо безопаснее и чище является куриная печень. Птица живет гораздо меньше, а значит, концентрация вредных веществ в ее органах физически не успевает достигнуть опасных значений. Идеальный выбор – это печень от органических кур или кур свободного выгула, pasture-raised, free-run. Такие птицы гуляют на свежем воздухе, питаются естественной пищей, не получают бесконтрольных доз антибиотиков и стимуляторов роста. Покупая такую печень, вы можете быть уверены, что даете своему кошачьему другу максимально чистый, экологичный и безопасный продукт. Если ваша кошка отказывается есть кусочки пропаренной печени, не расстраивайтесь. Кошки очень чувствительны к текстуре пищи. Попробуйте измельчить печень в блендере до состояния нежного паштета или мелко нарезать. И тщательно перемешать с ее любимым влажным кормом. Еще один прекрасный вариант – использовать домашний дегидратор или обычную духовку, чтобы высушить тонкие ломтики печени при низкой температуре. Получатся невероятно ароматные, хрустящие и полностью натуральные лакомства, перед которыми не устоит ни одна кошка. Часть 6. Когда субпродукты под строгим запретом. Несмотря на всю колоссальную пользу, которую субпродукты могут принести организму, существуют ситуации, когда они должны быть полностью и безоговорочно исключены из рациона вашей кошки. Как заботливый владелец, вы обязаны знать эти медицинские противопоказания. Первое – это заболевание почек. Хроническая почечная недостаточность – частый спутник кошек во второй половине их жизни. Почки фильтруют фосфор, но при болезни они перестают справляться с этой задачей. Печень же является органом с экстремально высоким содержанием фосфора. Если вы дадите печень кошке с больными почками, вы нанесете сокрушительный удар по ее выделительной системе, ускорив развитие болезни. Второе – болезнь накопления меди, копер-ассоциированная гепатопатия. Это редкое, но тяжелое генетическое нарушение обмена веществ, при котором организм животного не может правильно выводить медь, и она начинает токсично накапливаться в тканях печени. Поскольку субпродукты невероятно богаты медью, их употребление при такой патологии смертельно опасно. И третье – уже повышенные печеночные ферменты в анализах крови. Если у вашей кошки при очередном обследовании были обнаружены высокие показатели АЛТ или АСТ, печень должна быть немедленно исключена из рациона, как это было сделано в случае с пуделем Тулой. Больной орган нуждается в покое и специализированной диете, а не в дополнительной нагрузке тяжелыми нутриентами. Всегда помните, если у вашего питомца есть какое-либо хроническое заболевание, любое изменение в его диете должно быть строго согласовано с вашим лечащим ветеринарным врачом. Безопасность всегда должна стоять на первом месте. Заключение. Тихая забота каждый день. Быть владельцем кошки – это удивительное путешествие. Это безмолвный договор между двумя совершенно разными биологическими видами, которые решили
Делить одну жизнь на двоих. Ваша кошка не может сказать вам словами, что у нее болят суставы, что ее шерсти не хватает блеска или что ее желудок страдает от тяжелой пищи. Но она разговаривает с вами каждую секунду. Она говорит с вами через чистоту своей шерсти, через то, как уверенно она прыгает на шкаф, и через то, как спокойно она засыпает на ваших коленях, доверяя вам свою жизнь. Субпродукты – это не панацея и не модный тренд. Это мощный инструмент, подаренный нам самой природой. И если вы научитесь использовать его правильно, выбирать чистую печень молодых куриц свободного выгула, использовать щадящий метод 5-минутного пара и строго соблюдать безопасную дозировку в 5% рациона всего 2 раза в неделю. Тогда вы увидите настоящее преображение. Вы заметите, как засияет ее шерсть, как вернется былая легкость движений и как много энергии появится в ее глазах. Забота о здоровье питомца состоит из маленьких, незаметных ежедневных решений. И то, что вы кладете в ее миску сегодня, строит ее организм на годы вперед. Пожалуйста, будьте внимательны к своим пушистым друзьям. Учитесь слушать их безмолвный язык. Ведь для вашей кошки вы — это весь ее мир. Порт безопасности в огромной и непонятной вселенной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если этот глубокий разбор помог вам лучше понять потребности вашего питомца, поделитесь им с другими владельцами. Пусть счастливых, здоровых и правильно питающихся кошек вокруг нас станет чуточку больше. Берегите себя и своих маленьких хищников. До новых встреч!